Привет, друзья! Сегодня в Германии и мире происходит сразу несколько важных событий. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неожиданно сообщил, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время его азиатского тура не состоится. На этом фоне в аналитических кругах Европы отмечают рост интереса к активности России вблизи границ НАТО, что вызывает дополнительное внимание экспертов. В самой Германии острое обращение от мэров крупных городов к канцлеру Фридриху Мерцу. Муниципалитеты предупреждают о нарастающем финансовом кризисе, а в экономике неожиданные данные от Audi. Прибыль компании резко выросла, но руководство говорит о сложных перспективах и возможных сокращениях. Я также расскажу о новой инициативе в Словакии, внимание, где хотят ввести ограничения скорости для пешеходов и самокатов, и о заявлении экономистов, предупреждающих: Европа может потерять доверие партнеров, если ослабит климатическую политику. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить главные последние новости часа. Итак, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время его нынешней поездки в Азию не состоится. По словам Дональда Трампа, время было неподходящим, и стороны не смогли согласовать конкретную дату. При этом он подчеркнул, что хорошо знаком с Кимом, и отметил, цитата: «Мы просто не нашли время». Трамп сделал заявление во время визита в Южную Корею, где он встретился с президентом Ли Джэ Мёном, посетил Национальный музей в Кёнджу. Он сказал, что намерен разрядить напряженность на Корейском полуострове. Несколько часов ранее, напомню, президент прогнозировал все-таки встречу с Кимом в не слишком далеком будущем. Однако из Пхеньяна не поступило никаких сигналов в поддержку этого диалога. Трамп начал азиатский тур с визита в Малайзию и Японию и прибыл в Южную Корею на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АРЕС. Таким образом, надежды на свежий прорыв в отношениях между Соединенными Штатами Америки и КНДР остаются пока нереализованными, несмотря на интерес обеих сторон к возобновлению контактов. А следующая новость сегодня вызывает обеспокоенность в Европе. В аналитических отчетах по безопасности отмечается, что Россия перешла так называемую, внимание, фазу 0, этап повышенного внимания к вопросам безопасности у границ НАТО. Согласно исследованию американского центра, Москва, по данным отчета, усиливает использование киберинструментов и непрямых методов влияния. Отмечается рост активности дронов в приграничных зонах и случаев пересечения воздушных маршрутов союзных стран. Кроме того, заметны усилия по реформированию военной структуры, создаются новые соединения, происходят изменения структуры округов у западной границы России, развертываются укрепления ближе к Финляндии. Эксперты подчеркивают, что фаза 0 не связана с прямыми действиями, это скорее комплекс мероприятий аналитического характера, то есть наблюдение, оценка реакции и изучение информационных процессов. В НАТО же отмечают, что происходящее требует внимательного наблюдения и координации действий союзников. Сейчас главная задача для Европейского Союза и НАТО – это внимательно отслеживать дальнейшие действия и сохранять диалог по линии безопасности. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Более десятка мэров обратились к канцлеру Фридриху Мерцу и главам земель с тревожным письмом. Они предупреждают, финансовое давление на города и общины стало просто критическим. Расходы неуклонно растут, а доходы муниципалитетов не успевают за ними. Главы крупнейших городов страны от Штутгарта до Потсдама выступили с общей инициативой. Инициатор, мэр Штутгарта Франк Ноппер, он заявил, цитата: «Мы не можем больше». Они призывают к пересмотру федеральной политики финансирования. Муниципалитеты бьют тревогу, чтобы федеральное и земельное правительство компенсировали решения прошлого, передавшие городам новые обязанности без соответствующих средств. Одной из мер – это увеличение доли городов в налоговых поступлениях или освобождение от части обязанностей. В письме мэра указывают, что особое давление испытывают социальные расходы и обязательства, связанные с общественным транспортом. Например, действие Deutschland Ticket приводит к недофинансированию местного транспорта, считают они. Кстати, среди подписантов представители абсолютно разных партий. Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, Зеленых, Независимая, что подчеркивает широту этой проблемы. Сейчас вопрос, ответит ли федеральное правительство Мерца на эту масштабную просьбу помощи. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Компания Audi
из Ингольштадта объявила о серьезном увеличении прибыли за третий квартал. Чистая прибыль выросла до 718 миллионов евро. Внимание, это в 2,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Однако руководство подчеркивает, этот рост основан во многом на крайне слабом квартале сравнения и не отражает полноценного объема бизнеса. В то же время автопроизводитель сталкивается с серьезными нагрузками. Лишь за первые 3 квартала пошлины с Соединенных Штатов Америки обошлись компании примерно, внимание, 850 миллионов евро. К концу года эта сумма может даже достичь 1,3 миллиарда. Еще одна проблема – это снижение спроса на ключевом китайском рынке и жесткая конкуренция там. Кроме того, Audi не имеет собственного производства, напомню, в Соединенных Штатах Америки, что и усиливает уязвимость на американском рынке. В связи с этим компания приняла решение уменьшить прогноз по прибыли на весь год. Несмотря на квартальный этот успех, ожидания по рентабельности скорректированы именно в сторону снижения. Финансовый директор Audi Юрген Риттерсбергер отметил, что концерн адаптируется к изменившейся экономической ситуации с помощью оптимизации расходов и пересмотра внутренних процессов. В числе тех изменений это ускорение программы реструктуризации, возможное строительство завода в Соединенных Штатах Америки и план по сокращению, внимания, до 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году. Таким образом, Audi демонстрирует финансовый успех этого квартала, но одновременно подтверждает, автоматического возрождения пока не наступило и впереди еще непростые времена. И это только начало. В Словакии, внимание, с 1 января 2026 года вступит в силу беспрецедентная мера. На пешеходных зонах внутри населенных пунктов будет введено ограничение скорости для пешеходов максимум 6 км в час. Инициатором законопроекта стал депутат парламента Братиславы Любомир Вазны. Он подчеркнул, что цель нововведения – это повысить безопасность на тротуарах и снизить число столкновений между пешеходами, скутерами и электросамокатами. Порог скорости распространяется не только на пешеходов, он касается также скутеров, самокатов и велосипедов, использующих тротуары и общественные пешеходные зоны. Причина – это рост конфликтов между участниками движения и появление новых видов мобильности. Решение вызвало бурную реакцию, в соцсетях уже появляются шутки о переходных радарных ловушках. Некоторые городские жители и эксперты сомневаются в эффективности и реализуемости этого правила. Они отмечают сложности с контролем нарушения и возможную нагрузку на органы правопорядка. Впрочем, члены парламентского большинства все-таки считают, что новый стандарт поведения на тротуарах станет тем важным шагом к гарантированной безопасности пешеходов и гармонизации использования общественного пространства. А дальше еще интереснее. Экономист Отмар Эденхофер отмечает, что Европе важно сохранять доверие международных партнеров, продолжая последовательную климатическую политику. Он предупреждает, что ослабление правил торговли выбросами углекислого газа и отступление от плана «Зеленый курс» может серьезно подорвать авторитет Евросоюза. По словам Эденхофера, рынок выбросов СО2 позволяет Европе сочетать экономический рост с сокращением загрязнения. Если этот механизм будет ослаблен, реформы окажутся под угрозой. Экономист приводит пример Турции, где обсуждают введение собственной системы регулирования выбросов. Это успешный шаг соседней страны может поставить Европу в тень. Он также отмечает важность климатических пошлин на импорт товаров с высоким уровнем выбросов, которые планируется ввести с 2026 года. Если проект не будет реализован, это может быть воспринято как неблагоприятный сигнал для мирового сообщества. Эденхофер подчеркивает, снижение стоимости возобновляемой энергии не отменяет необходимости реформ в угольной отрасли. Без этого европейская зеленая политика может потерять эффективность, а доверие к Европейскому Союзу серьезно пошатнуться. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.